После того, как они перепробовали все способы успокоить свою новорожденную, родители, осмотрев ее ногу, неожиданно для себя обнаружили нечто невероятное. Это открытие заставило их вскрикнуть от шока. Скотт и Джессика Уокер были в восторге, когда на свет появилась малышка Молли. Однако она родилась немного раньше срока, и ей пришлось провести еще 3 недели в больнице, прежде чем ее выписали. Она была совершенно нормальным ребенком, и ее родители не могли желать большего. Дома у семьи уже была 2-летняя сестра, которая тоже появилась на свет раньше срока. Учитывая их послужной список, они были более спокойны и готовы к тому, чтобы во 2-й раз стать родителями, несмотря на трудности и первоначальный испуг. Привыкание к жизни с новорожденным в их скромном доме в Вахите, штат Канзас, было одновременно захватывающим и утомительным. Супруги часто спали меньше, чем привыкли. Недосыпание может привести к чрезмерной или недостаточной реакции родителей, в зависимости от их личных качеств и душевного состояния. Скотт и Джессика по очереди вставали ночью, и когда малышка Молли требовала их полного внимания, они отдавали его без остатка. В конце концов, нельзя сказать, что они не были готовы к трудным первым месяцам жизни их малышки. Помимо заботы о Молли, у них была еще и 2-летняя малышка, у которой были свои требования. Родителям нужно было найти хрупкий баланс, сосредоточиться на Молли и в то же время дать сестре почувствовать свою значимость и защищенность. Объединение 2 братьев и сестер было задачей, которую нужно было решить с большой мудростью и терпением, но это была не единственная сложная задача, с которой они столкнулись. Скотт и Джессика договорились о сохранении брака еще до рождения Молли. Несмотря на то, что Молли занимала особое место в их сердцах, пара поклялась уделять время своим отношениям, а не просто быть родителями Молли и ее сестры. Они дали себе обещание, что будут вместе веселиться, а не просто выживать. И когда малыши начали спать дольше, пришло время повеселиться и отправиться на прогулку. Единственное, к чему Скотт и Джессика были не готовы, это оставить Молли с опекуном. Куда бы они ни планировали отправиться, это должно быть место, где могли бы разместиться маленький ребенок и карапуз. Любое мероприятие, куда не допускаются дети, не имело бы их права голоса. Скотт предложил им просто пойти и поужинать где-нибудь, кроме дома. Они не только предвкушали вкусную еду, которую предлагали в ресторане, но и хотели показать миру свою драгоценную малышку. Несмотря на то, что день был теплым, они решили пойти пообедать, так как прохладный вечерний воздух мог привести к тому, что маленькая Молли заболеет. В то время ей было около 19 недель, и ее родители были уверены, что она проспит первые несколько часов, пока их не будет дома. К сожалению, в тот день что-то пошло не так. Если бы судьба не вмешалась и проблема осталась незамеченной, исход мог бы быть просто катастрофическим. Ни одна детская книжка не подготовила эту семью к ситуации, которая вот-вот должна была развернуться. Обычно, когда Молли была чем-то расстроена, ее мама или папа могли в течение нескольких минут определить причину страданий своей дочери, решить проблему и заставить ее перестать плакать. Обычно для этого достаточно было горячей бутылочки или чистого подгузника. Бывали и мучительные дни, когда она плакала, но ритмичные похлопывания по спине вскоре решали и эту проблему. Молли снова засыпала, и в доме воцарялся покой. Этот день был совершенно другим. Вскоре после того, как семья прибыла в ресторан, Молли стала трудной и раздражительной. Она просто не переставала плакать. Она была в подходящем возрасте для прорезывания зубов, и ее родители задавались вопросом, действительно ли ее первый молочный зубик появился в их первый семейный вечер. Что еще больше расстраивало, так это то, что пара находилась в общественном месте. Скотт и Джессика чувствовали, как растет напряжение, когда люди смотрели друг на друга во все глаза и перешептывались, прикрываясь руками. Пара уже заказала ужин и ждала, когда его принесут. Хотя обслуживание в ресторане было превосходным, недолгое ожидание показалось им вечностью. Все это время Скотт и Джессика по очереди пытались успокоить свою малышку, но ничего не помогало. Иногда родители спокойно переносят тихие всхлипывания своих детей, потому что знают, что они скоро утихнут.
Кроме того, существует тип плача, который гораздо больше похож на крик, который проникает в душу родителя. Молли плакала так, что было ясно, что ей больно и некомфортно. Не зная, в чем причина боли, ее родители остались беспомощными, и им самим захотелось заплакать. Кроме того, старшая сестра тоже требовала к себе внимания и нуждалась в помощи с едой. Из-за того, что в воздухе висело такое напряжение, она начала волноваться. Ее поведение было вызвано тем, что ее родители чувствовали, что теряют контроль над ситуацией, и им нужно было сосредоточить все свое внимание на Молли. Старшая сестра не могла понять, почему она тоже не может быть в центре внимания. Напряжение в сердцах и умах Скотта и Джессики неуклонно росло. Стоит ли им подождать еще немного и надеяться, что Молли перестанет плакать сама? Супруги переглянулись и, не сговариваясь, бросили еду и решили поспешить домой. Поскольку Джессика была медсестрой, Скотт был уверен, что его жена рано или поздно обнаружит проблему. В конце концов, она с самого начала была очень компетентным и находчивым человеком, но ее дополнительные знания в области ухода за больными давали семье уверенность в том, что у нее найдутся подходящие ответы и решения, когда их дочери будут чувствовать себя не на все 100%. Когда пара ехала домой, Джессика была почти уверена, что у Молли поднялась температура, и сняла с нее комбинезон, чтобы дать телу остыть. Они были недалеко от дома, но поездка показалась ей гораздо более долгой, так как в спокойной, как огурчик матери, начало проявляться некоторое беспокойство. Как только семья вернулась домой, Скотт бросился к аптечке, чтобы достать что-нибудь от лихорадки. Молли была еще слишком мала для необычных лекарств, но они все равно не хотели, чтобы у нее резко поднялась температура. По указанию Джессики он принес пресс для отжима, чтобы еще больше охладить тело дочери. Однако, похоже, тело реагировало не так, как следовало бы. Именно тогда Джессика поняла, что на маленькой Молли все еще были ее прелестные носочки. Поскольку большое количество плода выходит через наши ступни, первым делом они должны были снять их, но в суматохе этот простой трюк был забыт. Джессика сняла носочки и сразу заметила, что ступни ее дочери были очень красными. Она поняла, что носки вызвали дополнительный перегрев тела. Как опытная медсестра, она собиралась остудить ступни своей дочери в миске с водой, когда заметила, что один из пальчиков на ноге распух. Джессика попросила Скотта сбегать в детскую за фонариком, пинцетом и парой очень тонких ножниц. Когда Скотт принес эти предметы, она попросила его также достать увеличительное стекло из кухонного шкафчика. Ей нужно было убедиться, что она правильно определила проблему. В тот момент, когда пара посмотрела на них через увеличительное стекло, они оба ахнули от шока. Они понятия не имели, как такое могло случиться. К счастью, Джессике хватило уверенности, чтобы справиться с ситуацией самостоятельно. Она попросила Скотта крепко обнять Молли и подготовиться к решению проблемы, вызвавшей постоянный плач их маленькой девочки. То, что Джессика обнаружила под увеличительным стеклом, было шокирующим. Один из ее пальцев был обмотан прядью волос. Волосы каким-то образом врезались в кожу маленькой девочки, но были настолько плотными, что начали перекрывать приток крови к пальцу. Это и было причиной сильной лихорадки, которая проявлялась у Молли. Должно быть, из-за пульсирующего пальца на ноге малышка просто не могла перестать плакать. Это был деликатный процесс, но у Джессики было достаточно опыта, чтобы взять пинцет и срезать волоски с пальца. Как только это было сделано, малышка Молли сразу перестала плакать, однако прошло почти 45 минут после удаления волос, прежде чем пальчик начал отекать. Если бы врачи не действовали так быстро, то, возможно, нежный пальчик потерял бы чувствительность. Задержка в лечении могла привести к серьезным осложнениям, таким как отмирание тканей или даже эрозия костей, что могло привести к необходимости ампутации. Но, к счастью, Джессика вовремя определила источник боли, которую испытывала ее дочь, и действовала быстро. После того, как в их доме воцарились спокойствие и умиротворенная обстановка, Скотт спросил свою жену, сталкивалась ли она когда-либо с подобной ситуацией за годы работы медсестрой. Хотя подобный инцидент встречается нечасто,
Он также не является единичным случаем. Она собственными глазами видела, как нечто подобное происходило с другими младенцами. Когда Скотт начал проводить свои исследования, он вскоре обнаружил, что у этого заболевания даже есть официальное название. Это называется волосяной жгут, и это происходит, когда волосы прикрепляются к пальцу руки или ноги. Волоски могут поступать из разных источников, в том числе от родителей, так как дети часто хватаются за волосы человека. Когда волосы обволакивают конечности и остаются незамеченными, они могут поранить мягкую плоть ребенка. Если волосы не лечить слишком долго, они могут стать недоступными и нанести гораздо более серьезный ущерб, чем в случае с маленькой Молли. Жгуты для волос обычно накладывают на младенцев в возрасте около 2 месяцев. После того, как Скотт и Джессика прошли через это ужасное испытание, они поняли, что хотят предупредить других родителей о том, что такая простая вещь, как непроверенный носок с волосками, может привести к серьезной неотложной медицинской помощи. Спутанные волосы могут показаться чем-то невинным, но эта семья хотела быть уверенной, что ни в чем не повинный ребенок не пострадает понапрасну, потому что мало кто из родителей знает о таком состоянии. Когда Скотт поделился своей историей на этой странице в Facebook, реакция была ошеломляющей. Публикация набрала более 50 тысяч лайков и была перепечатана более 35 тысяч раз. Это стало подтверждением того, что сообщение было важным и что им нужно было поделиться повсюду. Если бы это сообщение могло спасти хотя бы одного ребенка от трудностей, стоило бы опубликовать нашу историю. Скотт сказал: «Как родители мы несем полную ответственность за наших детей. Хотя мы можем любить своих детей всем сердцем, мы не обязательно уделяем такое пристальное внимание каждой мелочи. Отныне такая простая вещь, как волоски на одежде моих детей, будет привлекать мое внимание». Мы усвоили трудный урок. В ту ночь Джессика и Скотт внимательно следили за малышкой Молли. К счастью, девочка проспала всю ночь и проснулась свежая, как роза, готовая к новому счастливому дню. Оба родителя поблагодарили свою счастливую звезду за то, что ничего худшего не случилось, и снова начали предвкушать очередное свидание, на этот раз как можно более спокойное. Какая страшная история! Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы поискать волоски внутри носков вашего ребенка? Если у вас дома есть домашние животные, вы следите за тем, чтобы их шерсть не попала на одежду вашего ребенка? Расскажите нам в комментариях ниже.